Как главный герой, Сяо Янь больше всего гордится своими уникальными боевыми навыками. Среди них его козырной картой является Лотос Ярости Будды, техника, сочетающая различные типы огня. Впервые Сяо Янь использовал огненный лотос и чуть не погиб из-за этого. В других случаях лотос пламени спасал ему жизнь, поскольку его сила намного превосходила реальный уровень Сяо Яня. Например, будучи императором, лишь с помощью лотоса Сяо Янь смог уничтожить эксперта на один класс выше, то есть предка. Слияние небесного пламени настолько впечатляет, что многие сильнейшие эксперты были в страхе, наблюдая это грандиозное явление. Всего существует несколько типов пламенного лотоса, в зависимости от количества и типов огня, который при этом используется. Чем больше сливается пламени, тем больше высвобождается энергии и, соответственно, увеличиваются масштабы взрыва. Мы помним, что лотос уничтожения, который Сяо Янь создал против старого призрака Земли, сочетал в себе 4 огня. Его сила была неимоверной, настолько, что пришлось вмешаться стражам Академии, предкам на пике 9 звезд. Уже на тот момент лотос уничтожения начал затрагивать пространство, что говорило о высочайшем уровне техники. Но какие же лотосы идут далее? В одном из предыдущих видео мы рассматривали первые 5 проявлений лотоса ярости Будды, начиная с двухцветного и заканчивая четырехцветным, что еще сильнее лотоса уничтожения, поскольку это объединение 4 небесных огней – пламени сине-зеленого лотоса, пламени падшего сердца, пламени леденящего кости и пламени 3000 звезд. В этом видео мы продолжим рассматривать сильнейшие формы огненного лотоса Сяо Яня, а также поговорим, на что они способны. Шестой тип – лотос 4,5 цветов. Сочетание 4 небесных огней Сяо Яня плюс искусственного пламени преобразования жизни. Поскольку это пламя не настоящая сущность огня, этот тип лотоса получил такое название. Однако, несмотря на это, слияние 5 типов различных огней превысило все ожидания. Все место задрожало от этого взрыва. Горы в радиусе 3 километров издали гул, превращаясь в пыль. В одно мгновение горный массив превратился в пустыню. Песок и камни полетели, а воздух пропитался дымом. Убийство почтенного воина на пике всего одним ударом. Пламенный лотос состоял из 5 цветов с постоянно взрывающимися вспышками пламени. От него исходила поразительная сила уничтожения. Подобную мощь могли высвобождать лишь техники доуци среднего уровня Тянь. Сяо Янь в это время был уже почтенным воином, и он впервые смешал 5 различных огней. Седьмой тип – истинный пятицветный лотос ярости Будды. Это огненный лотос Сяо Яня, который сочетает в себе 5 небесных огней – пламя падшего сердца, сине-зеленого лотоса, пламя 3000 звезд, леденящее кости пламя и недавно приобретенное пламя морского сердца, которое ранее принадлежало Хань Фэну. Сила этого огненного лотоса такова, что он представляет угрозу даже для самых сильных воинствующих святых. Сяо Янь использовал этот пятицветный огненный лотос, когда победил мастера Дворца Душ на 5-й звезде боевого святого. Хоть он и не погиб, но все же получил серьезные раны. Восьмой тип – огненный лотос 6 цветов. Объединение 6 различных огней. Пламени сине-зеленого лотоса, пламени падшего сердца, леденящего кости огня, пламени 3000 звезд, пламени морского сердца, плюс 3-е в рейтинге пламя, которое Сяо Янь наконец получил. После слияния 6 типов небесного пламени родился огненный ребенок. В больших глазах крошечного огненного ребенка пылало розовое пламя, и оно упало на Сяо Яня в тот момент, когда ребенок появился. После этого он протянул свою маленькую ручку и взял Сяо Яня за руку. Ребенок постоянно гладил Сяо Яня, выглядя чрезвычайно ласковым. Огненный ребенок может создать пламенное тело уничтожения. Сяо Янь назвал его «маленьким И». После добавления 6-го небесного пламени сила Сяо Яня увеличилась на несколько этапов. Это является просто качественным изменением. Столкнувшись с Лэйином, главой клана Лэй, что находится на 8-й звезде святого, ему потребовалось мобилизовать половину своей силы, чтобы заблокировать удар. К слову, клан Лэй – один из 8 древних кланов, и сам Сяо Янь в это время уже был на уровне святого – Доушен. Вот как описывается это столкновение в книге. Пламя быстро собралось в ладони Сяо Яня и ударило вперед. Оно сразу собралось в восхитительный шестицветный пламенный лотос. В тот момент, когда образовался огненный лотос, внезапно вспыхнула волна истребления, которую невозможно было сдержать. Это заставило Гуюаня, лидера древнего клана, прищуриться. «Какой страшный огненный лотос!»
Все из клана Гу с серьезным выражением наблюдали за огненным лотосом на ладони Сяо Яня. От него исходило страшное ощущение опасности. Было неожиданно, что огненный лотос Сяо Яня, созданный после его продвижения в класс святого, на самом деле обладал такой мощной силой. Появившись, пламенный лотос шокировал многих окружающих людей. Даже выражение лица Лэйина стало серьезным. Он сильно заинтересовался им и громко рассмеялся. И это не последний лотос ярости Сяо Яня. Неужели есть что-то сильнее? Да, существует еще 2 самых сильных и мощных формы пламенного лотоса. О них точно стоит поговорить отдельно, так как это уже запредельная сила. В будущих видео мы рассмотрим 2 финальных лотоса Сяо Яня на пике его силы. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы думаете, насколько мощным будет шестицветный лотос Сяо Яня, да еще и на уровне святого. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!